Судя по всему, предыдущий хозяин заклеивал здесь шумоизоляцией, но, естественно, все это будем удалять. Акустика здесь установлена какая-то непонятная. Трехполосные динамики, причем пищалки примотаны на изоленту. Подвес абсолютно убитый, причем порванный в 4 местах. Я думаю, почему он у меня скрипит. Сзади мы видим тоже не штатный акустик, стоит двухкомпонентка какая-то непонятная, причем она врезана в корзину штатной акустики. Да, раньше так делали, в колхозных сервисах иногда так поступали. Друзья, привет, с вами Алексей Стеклов. Сегодня мы будем менять штатную акустику Nissan Pathfinder на нормальную, а это будет акустика DL Audio. Мы заменим задние динамики, передние и, естественно, высокочастотники, которые находятся в передней панели. И закроем всю эту красоту моими авторскими грилями. Поехали! Компоненты из дверей демонтированы. Как это происходило, вы можете посмотреть в моем предыдущем видео о шумоизоляции и вибродемпфировании Nissan Pathfinder. А для дальнейшей работы мне понадобится электролобзик, шуруповерт и, возможно, орбитальная шлифовальная машинка. Для начала демонтируем переднюю акустику из подиумов. У меня была изначально установлена не оригинальная акустика, и я ее буду менять. Данные динамики пойдут в утилизацию, либо, если они кому-то нужны, в течение недели пишите в личку, я вам их отправлю, пожалуйста, ставьте, пользуйтесь. Задние динамики здесь были имплантированы прямо в подиумы, точнее в корзины старых колонок штатных ниссановских. Причем колонки, скажу честно, неплохие, поэтому я, скорее всего, их выложу на продажу. Причем на продажу выложу как? Выложу по одной цене, а со своим автографом, думаю, 1000 на 3 дороже. Так что не пропустите, это будут коллекционные вещи. Примерим, как встанут передние динамики. 16:9, это DL Audio Barracuda 6.9. Вау, наклеечки, люблю. В комплекте идут только колонки, больше ничего. Ни клемм, ни проводов. Корзины брендированные. И особо радует наклейка, что разработана в России. Не буду рассказывать сказки об их мощности, надежности и так далее. Это посмотрим мы в процессе эксплуатации. А реальный тест, как я говорил ранее, мы проведем при помощи материалов FSQ. Что такое? Сначала напугался, думал, не влазит, но здесь есть такие зацепы. И колонка встает изумительно, просто идеально. Ничего не надо выпиливать, подрезать и так далее. То есть можно прикручивать и ставить в штатные места. Прикручиваю штатными винтами. Все идеально подходит. Начинаем с передних колонок, убираем вот эти все сопли и вешаем свои. Прежде чем производить подключение, обязательно включаем магнитолу и проверяем плюс-минус, чтобы у вас не было противофазы на акустике. Громко включать не обязательно, просто ищите, где плюс, где минус. Ставлю 2 клеммы, чтобы подключить динамик. Делаю на обычную скрутку, причем направление скрутки надо выяснять, проверяя, какой провод жестче. В данном случае провод бортсети жестче, поэтому скрутку я буду загибать в ту сторону. И, друзья, внимание, если кто-то сейчас напишет в комментариях, что ой, скрутка и надо паять, улетает в пожизненный бан. Потому что причину применения скруток на автомобиле я уже объяснял. Термоусадка клеевая, так что все хорошо загерметизируется. И на клеммы тоже обязательно ставим термоусадку. Это на случай, если клемма слетит, чтобы они между собой не замкнули. Соединяем клеммы согласно полярности. Я проверил, что синий это плюс. Смотрите, чтобы диффузором не зажало. Блин, пауза такая, я думаю, что случилось. Смотрите, чтобы магнитом не прижало провод. Непосредственно акустику я всегда устанавливаю с включенной музыкой. Не для того, чтобы мне не было скучно, а для того, чтобы слушать ушами, вдруг где-то что-то прижмется или где-то что-то заскрипит.
захрипит и так далее. А в заднюю дверь пойдут DL Audio Phoenix SQL 165. Достаточно увесистая коробочка. Посмотрим, что внутри. Внутри идет вот такая вонючка. У каждого появляется шанс понюхать, чем пахнет DL Audio. Описание, инструкции, наклейки. Еще одна вонючка. И для тех, кто не понял с первого раза. Две вонючки. Так, и самое интересное. Вау, вот такие вот магнитики. Вот это прям, блин. У меня вон аж мурашки по коже. Действительно матерые магниты. Я не знаю, конечно, как они будут отыгрывать. Контактная группа в лучших традициях басов, мид-басов и микросабвуферов с пружинными клемниками. Корзина также брендирована DL Audio, то есть это не какое-то АЕМ производство, просто с наклейкой сделано в России. Это реально акустика, изготовленная как DL Audio. Магнит достаточно массивный, маркированный, брендированный. Ставиться он будет через переходное кольцо, которое садится просто идеально. И, соответственно, подходит под штатное крепление в задней двери Nissan Pathfinder. Высоту колец взял 20 мм. Можно взять 25, но тогда, скорее всего, придется спиливать верхнюю кромку, потому что обшивка, скорее всего, упрется прямо в кольцо. Переходное кольцо я, скорее всего, прикручу сразу болтами М6, рассверлю штатное отверстие и притяну. Потому что вот эта тема с саморезами в этом участке мне очень не нравится. Магнит на этом динамике просто огромный, он не влазит в нишу, которая предусмотрена для установки акустики в Nissan Pathfinder. Поэтому будем пилить. И на помощь мне приходит электролобзик. Почему я люблю аккумуляторный инструмент? Потому что за ним не тянется провод, который очень сильно мешает. Блин, я купил не те пилки, это пилки по дереву. Вот, но, по-моему, в комплекте... Да, я спасен. В комплекте идет пилка по металлу. Машина зверь, слушай. Обязательно обрабатываем все мовилем. И соединяем провода. Здесь ситуация немножко поинтереснее, чем с передними колонками. Здесь необходимо отрезать разъем аккуратно по одному проводу, потому что музыка сейчас играет. Я не хочу спалить головное устройство. Зачищаем провода. Можете использовать специализированный инструмент, но я привык так по старинке. И мультиметром проверяем напряжение. Ищем плюс-минус, чтобы не попасть в противофазу тыловым динамиком. Оранжевый пускаю на плюс, черный пускаю на минус. Закрываю термоусадкой. Провода не нужно заправлять внутрь панели, потому что на кольцах есть специальный паз. Поэтому просто накладываем и прикручиваем. Я использую болты М6, потому что, если честно, штатные саморезики не внушают доверия. Подключаться буду к пружинным клеммам, поэтому зачищаем провода на сантиметр от края, загибаем на 180 градусов и подключаем согласно полярности. Устанавливать я буду клеммником вверх, потому что здесь у нас идет дерево 100%, ничего не закоротит, ничего с ним не случится. Здесь рамка слишком близко к металлу, и я боюсь, как бы чего не замкнуло, не натерло. Сначала все наживляем. Колонку притягивать необходимо друг напротив друга, чтобы не было перекосов. Переходим к установке решетки на штатную карту двери. Для начала нам понадобится шило. Размечаем два противоположных отверстия, засверливаем. И двумя болтами делаем предварительную фиксацию нашей решетки, то есть как она будет примерно располагаться. Вот. После этого
Отмечаем уже все отверстия, которые нам необходимо просверлить. Примеряем решетку, проверяем, что все в порядке, засверлили все точно. Делаем надрез в сетке, пилим лобзиком. Сел аккумулятор, надо было зарядить заранее. Ну ничего, возьмем от дрели. Я обожаю взаимозаменяемые аккумуляторы. Много ворса торчит. Надо было пилку использовать для ламината с зубчиками в обеи стороны, вот, потому что этот сильно его уж лохматит, эта пилка по металлу. Сейчас еще попробую обжечь горелкой, может прокатит. Ничего, тема, кстати, прям аккуратненько можно обжечь, чтобы лохмотья не висели. Круто. Гриль крепится винтами М4 через дистанционные втулки. Ничего умнее я не придумал. На мой взгляд, очень изящное решение. Это применить шланг сечением 4 мм. Сейчас я из него нарежу втулочек и закрутим. Заранее наживляю все болты. Шланг держит их очень хорошо. И остается только приложить ее к накидке дверной и притянуть гайками по периметру. Панель готова. Динамик будет очень хорошо дышать, при этом не передавая никаких резонансов на внутреннюю обшивку. Обшивка у меня вот в таком вот состоянии. Смотрите скоро у меня на канале применение специальной автохимии для восстановления вот этого всего бардака. Он такой с подушечкой, очень удобно ездить, класть локоть именно сюда по зиме. Вот летом, конечно же, локоть по-абхазски наружу, привет, братан, и все такое. Вот. Задний гриль устанавливается точно так же, как и передний. Накидка готова, и можно ее устанавливать на дверь. Идеально, как всегда. Вот такая, друзья, красота у нас получилась. Мне осталось навести порядок, выезжать и наслаждаться офигенным звуком. Твиттеры я пока ставить не буду, это тема отдельного видео. А перед этим мы сделаем тест, в котором будет понятно, стоит ли менять штатные твиттеры или нет. В следующем видео мы протестируем то, что у нас получилось специальным тестом FaceQ, разработанным Свободой Дмитрием Георгиевичем, основанный на субъективно-статистическом методе для проведения профессиональных субъективно-статистических экспертиз по оценке качества звучания звукового тракта. Выводы будут базироваться на 15 тестах. И чтобы все это не пропустить, обязательно подпишись на мой канал, поставь лайк этому видео и не болей. Пока! Собаки лают, караван идет, и провокация тут не пройдет. Собаки лают.